Судьба главного героя, встреча и недоверие к Амунаби, смертельный приговор и начало войны против магов Черного Пламени Хисяку. Новая арка в Кагурабачи только стартовала, а события уже начинают вскруживать голову, так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхва вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Амунаби начала свое собрание. Теперь нам стало известно, что Хакури также присутствовал в этом зале и также был скован наручниками. Сиба же здесь не было, поскольку он и так считал эту затею ГГ слишком рискованной. Но если сюда явится еще и он, тогда ситуация может только усугубиться. Ведь Сиба за свое время пребывания в Коммунабе успел набить морды двоим из верхушки, так что пока защитой ГГ займется Азами. На самом же собрании будет решаться судьба Тихира Ракухира, а также еще и участь его магической катаны Небеса Бездны. Коммунаби уже были осведомлены о его плане противостояния Хисяку, однако пока они не видели смысла допускать главного героя к владельцам магических клинков, заключившись с ними пожизненный контракт. Ведь все они находились в неприступных крепостях Санса, где было размещено большое количество магов высшего ранга. Говоря, что пробраться туда, даже используя силу магической катаны, будет невыполнимой задачей. Все для того, чтобы никто из незнакомцев не смог контактировать с владельцами клинков. Поэтому допуск Тихира в неприступные крепости не является возможным, ибо у них до сих пор нет подтверждения того, что Тихира действительно сын Кунисиги Ракухира. Его кровь на анализ уже была взята, но результаты будут известны только завтра. На катану Истинный Удар или же Магацуми пока наложили временную печать, но так как она неполноценна, нужно будет как можно скорее провести гарантированное запечатывание. Но прежде они хотели убедиться в работоспособности плана ГГ, попросив Хакури продемонстрировать свою магию. Однако Хиюки заявила, что пока это невозможно. По дороге сюда они уже пытались использовать магию первого патриарха Сазанами, но у парнишки мгновенно кровь носом пошла и тут же он вырубился. Что неудивительно, ибо Хакури только вчера пробудил в себе дремлющую силу, впоследствии еще и выйдя далеко за свои пределы. Так что пока ему нужно хотя бы несколько дней на восстановление. Однако Кагари уверяла их, что это очень полезная и мощная магия, ибо она собственными глазами видела ее применение на Ракудзаичи. А так как план все равно придумал главный герой, обсуждение вернулось в его сторону. Постал вопрос, что стало с магической катаной рассекающего облака. Тихира же без колебаний ответил, что уничтожил клинок, рассмешив тем самым одного из Коммунаби, который заявил, что как при таком раскладе они могут довериться ему и его плану. Предположив, что главный герой действительно сын великого кузнеца Кунисиги, он спросил, знает ли Ракухира кого-нибудь из Коммунаби, ведь некоторые из этих людей помогали обустраивать его убежище. Но Тихира сказал, что отец привел его уже после завершения работ, поэтому ему здесь никто не знаком. Такой ответ не шибко понравился тому челу, считая их выдумкой, поэтому он хотел услышать что-то о Кунисиге. Но главный герой съязвил, сказав, что раз уж он все может выдумать, тогда пусть оценивают его не как личность, а по поступкам. Ведь он избавился от Соджо Геничи, уничтожил Ракудзаичи, еще и заполучил магическую катану Истинный Удар. При этом никто из Коммунаби не пострадал, еще и кучу денег сэкономили, так как ГГ отдал им магический клинок. А также Хиюки дала свое слово, что он никогда не поднимет руку на владельца магических катан, ибо его цель это ублюдки преступного мира и Хисяку. И говорит она так, потому что достаточно поняла его как человека за все это время. И это были не пустые слова, ведь доверие Кагари достойны лишь немногие. Даже среди Коммунаби она не ко всем была благосклонна. Однако тому челу снова не понравился ответ Тихира, назвав его неуправляемым засранцем. К тому же ему уже не нужен был анализ крови, ибо для него тут и так все понятно, он точно сын Кунисиги Ракухира, такой же как и его отец, эгоистичный и высокомерный. Члену Коммунаби было интересно, что же ГГ будет делать, когда заполучит все магические катаны. Неужели беспрекословно отдаст их Коммунаби, в чем он естественно сомневался. А поэтому у него было свое решение приговора Тихира. Он убьет его, чтобы магическая катана Небеса Бездны была выбрана новым владельцем в лице Коммунаби. Поняв, что дела плохи, Азами незамедлительно скастовал свое заклинание, и даже Хакури, несмотря на свое состояние, готов
готов был ринуться в бой. Но тут обстановка резко поменялась. Крепость Кокугоку была атакована, а у нескольких головорезов была обнаружена исходящая духовная энергия, характерная магическим клинкам. Также стало известно, что крепость претерпела критических разрушений и что среди вторгнувшихся был замечен человек с черной огненной меткой. Комунаби были шокированы тем, что Хисяку так незамедлительно атаковали их сразу же после Ракудзеичи. И в ту же очередь они не понимали, как вообще возможна фиксация духовной энергии магического клинка, если связанные с ними контрактом жизни и смерти владельцы находятся под их присмотром. Однако Рокухира знал, что происходит, противник явно использовал камень Датен. Так что ГГ решил действовать решительно, заявив, что это лишь первая атака и что в скором времени будут атакованы и другие крепости. И если Тихира действительно удастся вернуть магические катаны, то он и правда не намерен отдавать их ни Комунаби, ни кому-то другому. Так что как только катаны перейдут к ГГ, они с Комунаби снова станут врагами. И тогда с их точки зрения прикончить его и забрать себе небеса бездны будет мудрым решением с минимальными рисками для Комунаби. Но в ту же очередь у них осталось очень мало времени, и Комунаби никак не успеет овладеть силой его магической катаны до того уровня, на котором сейчас находится сам Тихира. Так что самым разумным решением для Комунаби будет использовать главного героя, что, конечно, не всем было по нраву. Однако главарь принял сторону Рокухира, ведь в нынешней обстановке они никак не успеют выбрать нового владельца для 7-го магического клинка. Да и проблема с Хисяку сейчас поважнее вопроса с главным героем. Так что сейчас они воспользуются предложением Тихира, однако главарь Комунаби не позволит ему использовать магические катаны на свое усмотрение. К тому же верхушке было доложено, что владелец клинка жив, и покинув крепость, в данный момент он пытается оторваться от противника. Управление этой операцией возьмет на себя Комунаби. Задача же Тихира и Хакури будет состоять в том, чтобы как можно скорее добраться в район Кокугоку и любой ценой защитить владельца клинка по имени Уруха. Что же, новая арка началась с разгорания войны против магов Черного Пламени Хисяку. Комунаби все еще не решила, что им делать с главным героем, и пока отложили его казнь. Но я уверен, что как только они увидят его полезность, Комунаби явно изменит свое решение. А вот как они будут договариваться насчет того, кто будет владеть магическими катанами, покажет только время. Хотя и тут, я думаю, они смогут договориться, ведь пока живы владельцы клинков, ГГ не сможет их использовать. А постоянная защита — это та еще головная боль. Так что наверняка Тихира и Комунаби найдут какой-то компромисс. Но перед этим еще нужно будет вычислить предателя среди этой госорганизации. Ведь если его не обнаружить до возвращения клинков, ситуация может кардинально ухудшиться. Так что будем ожидать новую главу от Хакадзона на следующей неделе. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a 7ª. Eu vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Tem.